Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить настоящую классику – торт-медовик. Я лично просто обожаю медовики, и у меня на канале их уже очень много. Сегодня у меня необычный медовик с вертикальными коржами. И вы удивитесь, насколько легко и просто он готовится. Буквально за 30 минут, без раскатки коржей. Я уверена, такой медовик – это беспроигрышный вариант для любого праздничного стола. На одном кусочке невозможно остановиться. Такие нежные, пропитанные кремом коржи. Они просто тают во рту. Обязательно приготовьте и попробуйте. Для приготовления теста мне понадобится в толстостенную кастрюлю или можно использовать сотейник с толстым дном. Всыпаю сахар, добавляю соль, мед и сливочное масло. Ставлю кастрюлю на плиту и на среднем огне прогреваю все до растворения сахара. Кипятить ничего не надо. Масло должно растопиться, а сахар расплавиться. Сейчас для удобства я взяла венчик. Масса стала вот такой однородной. Она прогрелась. Снимаю кастрюлю с плиты. Всыпаю в нее соду и хорошо перемешиваю. Сейчас масса, как видите, стала такая более воздушная. Это вступает в реакцию сода с медом. Полученную массу переливаю в миску. И уже непосредственно здесь буду замешивать тесто. Если масса получилась слишком горячая, дайте ей немного времени остыть. По одному добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Теперь постепенно в жидкие ингредиенты просеиваю муку. Муку я добавляю, исходя из консистенции теста, чтобы оно не получилось слишком густым. Так как тесто для коржей я не буду раскатывать, я просто буду его размазывать по противню. Так намного удобнее. Сейчас я добавляю в тесто всю оставшуюся муку. Как я уже сказала, смотрите по консистенции теста, так как очень многое зависит от того, какого размера яйца вы используете, какой у вас мед. В итоге должно получиться тесто по консистенции как густая сметана. И сразу же можно печь коржи. Коржи я буду выпекать на силиконовом коврике. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Силиконовый коврик и пергаментную бумагу слегка смазать растительным маслом без запаха, чтобы коржи не прилипали. Выкладываю примерно третью часть теста. Буду выпекать 3 коржа. Размер моего коврика 30 на 40 сантиметров. Распределяю тесто равномерным слоем. Оно легко размазывается. Я слегка буду не доходить до края. И отправляю мой первый корж выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Очень важно не пересушить корж, чтобы он потом не ломался, чтобы он был нежным и мягким. Первый корж у меня готов. Посмотрите, какой он получился красивый. Как видите, я его слишком сильно не подпекала. Он остается вот такой мягкий. Снимаю его с противня, накрываю сверху куском пергамента и переворачиваю. И сразу же снимаю силиконовый коврик. Очень аккуратно, чтобы не повредить корж. Он такой нежный. Подрезаю края. Они всегда получаются более сухие. И теперь корж разрезаю на полоски. Из каждого у меня получится 3 полосы шириной 8 сантиметров. Делаю это все, пока корж горячий. И теперь еще подравниваю бока, чтобы коржи получились ровные. Обрезки, конечно, не выбрасываем. Из них будем делать крошку для обсыпки торта. Готовые полоски я пока перекладываю на доску. Как видите, они вот такие мягкие. Вот из одного коржа у меня получились такие 3 полоски. И точно так же пекаю еще 2 коржа. Выкладываю сверху уже готовую полоску и по ней разрезаю следующие полоски.
Обратите внимание, вот это первый корж, который у меня уже остыл. Видите, он остается вот таким мягким и гибким. Если правильно приготовить тесто, оно не подсыхает и не ломается потом. В итоге у меня получилось вот таких 9 полосок теста. Они все очень мягкие, гибкие, даже после остывания. И остались обрезки, которые я буду использовать для крошки. После того, как коржи остынут, их можно стопочкой складывать друг на друга. Для приготовления крема мне понадобится сметану добавляю к сливкам. Чтобы крем хорошо взбивался, все ингредиенты должны быть обязательно холодными, из холодильника и жирными. Жирность сливок не менее 33%. Всыпаю сахарную пудру и добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. Хорошо все взбиваю миксером. Сахарную пудру корректируйте по вкусу. Хотите менее сладкий крем, добавляйте меньше. Буквально через пару минут у меня готов вот такой очень вкусный и плотный сметанно-сливочный крем. Отберу часть крема для того, чтобы потом промазать бока и верх торта. Я разложила на столе все коржи. На каждый корж выкладываю крем, примерно по 2 полные столовые ложки. Аккуратно распределяю весь крем по полоскам теста. Оставляем их полежать минут 10-15. Коржи пропитаются кремом и станут еще более мягкие и будут легко скручиваться. Коржи полежали, и я начинаю скручивать первый корж. Очень аккуратно. Слишком сильно я ничего не поджимаю, очень легко скручиваю. И теперь в стык скручиваю следующий. Прикладываю и скручиваю. Вот здесь обязательно хорошо стыкуйте коржи. Когда вот таким образом скрутила примерно 3 коржа, я устанавливаю их посередине на тарелку. И продолжаю точно так же накручивать коржи. Стараемся плотненько все поджимать. Обязательно коржи выкладываем в стык. Собирается торт очень легко. Коржи мягкие, податливые. Укладываю последний корж. Хорошо прижимаю. Отложенным заранее кремом промазываю и выравниваю бока и верх торта. Традиционно медовики украшают крошкой. Обрезки коржей я измельчу в блендере. Весь торт декорирую крошкой. Вот такой замечательный медовик получился. Сейчас ему надо дать время, чтобы коржи пропитались и крем стабилизировался. Для этого понадобится часов 8. Я же мой торт отправляю в холодильник на ночь. Перед подачей к столу заранее доставайте торт из холодильника. Мой любимый торт. Я пробую. Какой нежный. Этот торт-медовик выглядит так красиво с этими вертикальными коржами. И какой же он получается вкусный. Он просто тает во рту. Я всем рекомендую приготовить его и попробовать. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!